Приветствую всех на канале. Сегодня речь пойдет о стадионе, в судьбе которого не обошлось без участия знаменитого украинского писателя Григория Квитки-Основьяненко. А также расскажу, какая нелегкая судьба у этого стадиона. Название этому стадиону – Трудовые резервы. Расположен на стыке двух исторических районов Харькова – Холодной и Лысой гор. Являл собой типичную великую стройку коммунизма, многофункциональный спорткомплекс, на котором бы проводились футбольные и регбийные матчи, легкоатлетические соревнования, и все это с поистине шикарным видом на центр Харькова. Строительство стадиона началось в середине 1980-х годов, а буквально через несколько лет всем резко стало не до стадиона. Успели построить поле и часть трибун. Из-за своего плачевного состояния стадион отныне похож на руины древнегреческого амфитеатра. Куда более интересная и страшная история местности, на которой стоит арена. Ранее здесь располагалось Холодногорское или Кузинское кладбище, собственно улица Озерянская, до 2015 года Муранова, на которой стадион расположен, так и называлась – Кладбищенская. Именно на нем 8 августа 1843 года был похоронен Григорий Квитка-Основьяненко. В годы же Второй мировой войны неподалеку в здании Холодногорской тюрьмы действовал концентрационный лагерь, в котором содержалось больше 20 тысяч узников. Из них по меньшей мере 10 тысяч человек погибло. Тела расстрелянных и погибших от пыток и голода заключенных вывозили на Кузинское кладбище. Там их бросали выкопанные еще живыми пленниками ямы. После войны кладбище ликвидировали. На месте братской могилы был разбит парк, а в 1980-х годах на месте парка началось строительство стадиона Трудовые резервы. Во время строительства парка и стадиона рабочие очень часто находили останки и вещи погибших. Тех, кто побывал в плену, советские идеологи не относили к участникам войны. Их считали чуть ли не изменниками Родины, а потому спустя десятилетия советская власть не нашла ничего лучше, кроме как построить на этом месте стадион. Посмотрите, какой красивый шикарный вид открывается на город со стадиона Трудовые резервы. А что до Квитки-Основьяненко, то его по-крупному, так сказать, предали уже собственные потомки. Есть достаточно распространенная в среде историков и краеведов версия, что при сносе кладбища на второе городское кладбище перенесли лишь памятник, а по праху писателя бегают воспитанники детской, юношеской, спортивной школы номер 8. Необходимо проводить эксгумацию, но на такие меры никто идти не хочет. До середины 2010-х годов стадион был лишь местом отдыха местной молодежи. Но в дальнейшем его взяла под крыло инженерно-педагогическая академия. Трудовые резервы обнесли забором, и сейчас там проводятся спортивные мероприятия вуза, а также детско-юношеской спортивной школы номер 8. Частично территория стадиона ограждена забором, но вход все равно остается открытым. Многие местные жители знают, что это место в районе отлично подходит, например, для встречи рассвета. Со стадиона открывается вид на Газпром и университет Каразина. Также прекрасно видны мосты, ведущие от улицы Озерянской к Клочковской. Вот такой вот он, стадион Трудовые резервы. И такая вот у него печальная история. Построенный на месте бывшего кладбища, стадион так и остался грандиозным проектом только на бумаге. На месте захоронения узников концлагеря установлен памятный знак. В
перспективе, я считаю, на этом месте нужно создать историко-мемориальный комплекс. Дорогие друзья, а как вы считаете, стоит ли здесь устанавливать историко-мемориальный комплекс? Пишите в комментариях. Я благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!